Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя, вы на моем канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждую неделю, основное, что хотят посоветовать вам Таро на ближайшую неделю. Сейчас стихия вода, знаки зодиака раки, скорпионы и рыбы. Как всегда я говорю, помните про асцендент. Он влияет на ваше внутреннее состояние, соответственно, он влияет на ваши мысли и на то, что с вами происходит. Поэтому смотрите ваш знак зодиака и знак зодиака вашего асцендента. Ну а также в конце будет 3 карты на исполнение желания, или я уже знаю по обратной связи ответ на вопрос: произойдет, не произойдет, решится, не решится. Вот такие вопросы люди задают, и я хочу сказать, что по обратной связи ответы правильные, ответы точные, и действительно, иногда даже невероятное что-то происходит. Вот буквально недавно написала одна из моих подписчиц, что был серьезный суд, который должен был решиться в определенный день, и в принципе не было никаких предпосылок, что решение не придет. И вот так произошло, что в тот день действительно, потому что я предсказывала, и по карте совета, по карте на исполнение желаний, показывала, что финального решения не будет, это еще затянется как минимум на неделю-две. И действительно так и произошло. Действительно, для девочки это было неожиданно, она мне давала обратную связь, и я благодарю вас всех, кто дает мне обратную связь по моим раскладам. Это важно для меня. И, соответственно, она мне сказала, что вот представляете, вот так произошло, хотя предпосылок никаких не было. Поэтому смотрите, выбор, конечно же, ваш, но карты дают именно точные ответы. Ну что, как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно же, улыбнитесь. Улыбка улучшает жизнь. Я говорю это в большом количестве моих раскладов для того, чтобы именно мои слова входили в ваше подсознание. Подсознание перепрограммировать за один день практически невозможно, тем более, что программировали вы его годами. Поэтому чем больше вы слушаете, тем больше шанса, что это войдет в ваше подсознание и даст тот эффект, который вы хотите. Таким же образом работают все практики на канале. Ну что, начинаю с первого. Раки. Давайте посмотрим, на что же вам обратить внимание в ближайшую неделю. Ну, хочу вам сказать, что в ближайшую неделю у вас хорошие новости. Первое, что я вижу, это хорошие новости. Дальше я могу сказать, что принимайте изменения к лучшему. Это могут быть как изменения на работе, если вас интересует сфера работы, в бизнесе, если вас интересует сфера бизнеса. Также это может быть здоровье и межличностные отношения. По этой карте, эта карта, это десятка монет или десятка пентаклей, по этой карте идут улучшения во всех сферах жизни.
Тут могу только вам сказать, что если что-то происходило не так, как вы хотите, не так, как вы планировали, можно сказать, что Вселенная другим способом решила принести вам улучшение. Поэтому, если что-то не идет по вашему плану, принимайте тот план, который дает вам Вселенная, благодарите и принимайте прекрасные перемены. У вас они на пороге, и действительно карта советует, что принимать. Очень часто у нас не происходит должных изменений по той простой причине, что мы боимся перемен, боимся выйти из зоны комфорта и, соответственно, не даем никаким изменениям прийти в нашу жизнь. Скорпионы. У вас идет неделя раскрытия, можно сказать. Неделя раскрытия, эмоционального раскрытия и поворота к улучшению. К улучшению прежде всего отношений. Это могут быть как отношения в паре, это могут быть отношения с родными, близкими, друзьями и отношения на работе. Тут еще я могу сказать для тех, кого интересует и у кого были какие-то ссоры, какие-то недопонимания с мужчиной. Мужчина старше 45, светлый цвет волос, цвет глаз от, можно сказать, от орехового до темно-коричневого, вот так. Мужчина ответственный, мужчина, который спокойно пытается подходить к ситуациям, ему не всегда это дается, потому что это кубки, это ваша стихия, это стихия вода, и могу сказать, что у большинства знаков зодиака стихии вода эмоции часто захлестывают, но тут я вижу, что человек пытается с этими эмоциями совладать. Так вот, если кто-то из вас узнал, это не обязательно, я же говорю, отношения между мужчиной и женщиной, это могут быть отношения между родными и близкими, а также отношения между коллегами и вышестоящими людьми. Так вот, с этим мужчиной, если произошел какой-то инцидент, произошли какие-то недопонимание, он будет предпринимать действия для того, чтобы решить эти задачи, для того, чтобы отношения улучшились, для того, чтобы конфликт был исчерпан. Ну, а также для тех, кого это интересует, мужчина может выступать в роли нового знакомства, как для романтических отношений, так и для деловых отношений. Поэтому для девочек, кто в поиске или в ожидании, следите. Вот мужчина появится в вашем окружении и будет проявлять интерес к вам. Ну, а также для всех остальных мужчина будет проявлять интерес к каким-то общим проектам. Это для других сфер жизни. Здоровье. Здоровье очень будет связано с вашим эмоциональным состоянием. Если сможете поддерживать в балансе свое эмоциональное состояние, здоровье должно быть хорошим. Если будете поддаваться негативным эмоциям, следите за здоровьем. Кстати, для раков могу сказать, здоровье в ближайшую неделю должно быть прекрасное. И если есть какие-то задачи, могу сказать, идет улучшение. Ну что, рыбки, смотрим, что у нас у рыбок. Выбор. У нас перед нами будет стоять выбор. Я говорю перед нами, потому что я тоже рыба. Будет стоять выбор. Выбор может быть как в отношениях, так и в работе, в карьере, бизнесе, так и если дело касается здоровья,
выбор врача. Я ярко вижу эту ситуацию. Смотрите, если ваши задачи со здоровьем терпят, вот не надо, нет ничего такого очень срочного, то я бы посоветовала пойти к одному врачу и пойти к другому врачу для того, чтобы собрать два мнения. Если же что-то очень срочное, первое, выбирайте вашим внутренним состоянием. Вот вы, это действительно наша интуиция очень часто нам подсказывает верно. В основном 99,9% интуиция подсказывает верно. Неверно интуиция может подсказать, если вы пытаетесь принять решение под влиянием сильных эмоций. Я всегда говорю, что под влиянием сильных эмоций решение лучше не принимать. Так вот, выбирайте именно интуицией, и все остальное, вот любой другой выбор, который встанет перед вами, старайтесь сделать выбор без эмоций и действительно по вашим ощущениям. Я точно могу сказать, что я всегда так делаю. Когда передо мной становится выбор, и довольно-таки серьезный выбор, я все-таки выбираю по моим ощущениям. Что я ощущаю, когда я думаю о человеке вот одном, которого мне надо выбрать, и потом я точно так же делаю с другим. И те ощущения, которые более комфортны, я и использую. Ну, а для вас это ваш выбор. Вообще, ваша жизнь – это ваш выбор. Просто в ближайшую неделю будет несколько вариантов для выбора, и что вы выберете, зависит действительно от вас. Ну и общий совет для стихии вода. Ну, первое. Если вам нужна помощь в ближайшую неделю, будет встреча с женщиной, которая может вам помочь. В качестве кого она будет выступать? В качестве врача, в качестве консультанта, в качестве просто подруги, знакомой, с которой вы будете советоваться. Я просто опишу женщину. Женщина старше 45, цвет волос светлый, глаза светлые. Ну, это может быть светлый. Вот есть светло-ореховый, есть светло-зеленый, есть светло-голубой, светло-коричневый. В зависимости, тут может быть. А вот цвет волос, я все время говорю, это то, как я ее вижу. Ее натуральный цвет волос может быть другой, но женщина старше 45 очень часто приобретенный цвет волос. Женщина нежная, ласковая, женщина улыбчивая, женщина открытая для помощи. Ну, а также я могу сказать для всех знаков стихии вода, что мальчики, если вы в поиске или в ожидании, вы обратите на нее внимание и будете оказывать ей знаки внимания. Ну и еще эта карта говорит о том, что будьте открыты к принятию помощи. Ведь не все можно решить самому. И иногда стоит попросить о помощи для того, чтобы все решилось намного легче. Ну а сейчас ставьте вопросы, задавайте ваши вопросы, загадывайте ваши желания, и мы сейчас посмотрим, какие дополнительные советы даст нам послание стихий Ларисы Ренар, ну и, конечно, какой ответ на вопрос придет. Надеюсь, вы, пока я выкладывала карты, успели загадать желание. Кстати, всегда советую записывать. Вот вы записали, а потом вы можете
следить, какое же желание, какой же вопрос вы задавали, и какой ответ, и как оно проиграется для вас. Ну, выбор, как всегда, ваш. Ну что, раки, перестаньте бороться, превратите борьбу в игру, и тогда все решится в вашу пользу. Не пытайтесь соперничать с кем-то. Вы знаете, здоровая конкуренция – это прекрасно. Но если вы боретесь с кем-то или с чем-то, вы только усугубляете свое положение, не положение соперника. Эта карта говорит о том, что легче относитесь к тому, что происходит вокруг вас, и тогда ваше желание исполнится, и ответ на ваш вопрос будет положительным. Единственное, что не в ближайшую неделю. В ближайшую неделю вам бы поработать над своим состоянием, над своим принятием. Вот тут я же говорю, что есть проблема у некоторых из вас с принятием позитивных перемен. Вы боретесь, я говорю так, с ветряными мельницами, это значит сами с собой, и боретесь с ситуациями и с людьми вокруг вас. Поэтому вы не можете принять позитивных перемен. Скорпионы. Тут практически та же самая история. С той разницей, что у вас внутренние противоречия. Вы сильно хватаетесь за определенный сценарий исполнения желаний, решения вопроса или достижения целей. И тем самым вы оказываете давление прежде всего на себя. А когда мы давим, давление вызывает отпор. И, соответственно, надо умерить свой пыл, перестать хвататься за определенные сценарии, понять, что сценарий мы не выбираем. Мы выбираем конечный результат. И вот та тропинка, по которой нас поведет Вселенная и приведет нас к исполнению желания, к решению наших задач и к достижению цели. В ближайшую неделю вам действительно надо ослабить давление, убрать стресс, и тогда вы приблизите исполнение желаний. В ближайшую неделю, к сожалению, желание не исполнится, но есть все предпосылки, и я вам дала все советы, как исполнить ваше желание. Ну и рыбки. Ну, хочу вам сказать так. Сейчас ваше желание не исполнится. Помните, что для того, чтобы что-то получить, надо прежде всего дать. И не бойтесь что-то отдать и пожертвовать чем-то для малым, для того, чтобы получить что-то большее. В случае с исполнением желаний я всегда говорю, это энергия. Энергия, которую вы вкладываете, например, в практику на исполнение желаний или в медитацию. И также энергия – это действия, которые вы должны предпринимать для исполнения желаний. Только тогда ваше желание исполнится. Кстати, по этой карте могу сказать, да, есть возможность исполнения желания в ближайшую неделю, только если вы правильно направите свою энергию. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропускать видео, которые выходят каждый день, ведь прогнозы выходят и каждый день. Ставьте палец вверх, это
ваша благодарность за мой труд, ну а также это обмен энергией для того, чтобы расклад проигрался, и мои советы действительно могли вам помочь. Ну а я, в свою очередь, желаю вам счастья по умолчанию. И помните, счастье – это состояние души. Оно не зависит ни от каких внешних обстоятельств. Люблю вас, мои дорогие. Пока!